Всем панкейк, дорогие друзья! Вы никогда не хотели зависнуть над пропастью в свободном падении, на грани потери сознания, или пронестись на огромной высоте с дикой скоростью? Для таких целей созданы парки развлечений со всевозможными аттракционами, которые скрасят ваши серые скучные будни. Но лишь некоторые из них созданы для настоящих ценителей острых ощущений и экстрима. Сейчас мы расскажем вам про самые страшные и опасные аттракционы в мире, прокатившись на которых можно буквально умереть от ужаса. 500-футовый мост в Китае. Балки расположены на высоте 200 метров и имеют разное расстояние между собой, так что на такой высоте придется даже попрыгать. Естественно, всех пристегивают страховкой, но пройти над пропастью решается далеко не каждый. Был случай, когда страховка открепилась от человека. Ему повезло, что он делал последний шаг. Но этот случай навел суматохи, и многие уже не хотят проходить этот мост из-за того, что небезопасно. 31 марта 2014 года жизнерадостный и порочный Лас-Вегас преподнес подарок не только игроманам и всякого рода искателям сомнительных приключений, но и любителям высоты. В этом городе разместилось огромное и ультрасовременное колесо обозрения. Высота не опасного, но в то же время захватывающего дух аттракциона 167 метров, а его диаметр 157 метров. Хайроллер буквально выхватил пальму первенства у знаменитого сингапурского колеса обозрения, обойдя его в высоту всего на 2 метра. Впрочем, прародитель у обоих аттракционов по сути один и тот же. Возведение гигантского колеса обошлось 550 миллионов долларов, а подготовительные работы и, собственно, строительство велись с 2011 года. Путешествовать по кругу и любоваться окрестностями Лас-Вегаса можно в любой из 28 кондиционированных стеклянных кабин. Стоимость билетов от 25 до 35 долларов в зависимости от времени суток. Площадь одной капсулы сопоставима с комнатой в 17 квадратных метров. Получасовая поездка, именно за столько железное солнце делает полный оборот, сопровождается музыкой и непрерывным, хоть и очень медленным вращением вокруг своей оси. Таким образом достигается лучшая обзорность. Наверняка чувство страха неведомо тому, кто решается прокатиться на карусели, расположенной практически на вершине 350-метрового отеля-казино под названием «Стратосфера» в Лас-Вегасе. «Стратосфера» сама по себе высочайшая обзорная башня США, что не может не вызвать учащенного сердцебиения, а Insanity the Ride еще и вынесена за ее пределы. Справедливости ради отметим, что располагается она все же на высоте около 280 метров. Карусель появилась на башне в 2005 году и представляет собой выносную конструкцию. К ней крепится клешня с парными сиденьями. После того, как туристы сели по местам, механизм оживает и уносит их за пределы площадки, располагая прямо над миллионами огней Лас-Вегаса. Карусель вращается над городом со скоростью около 60 км в час и время от времени повторяет движение распускающегося цветка. Таким образом, люди оказываются лицом к лицу с пропастью, а удерживают их от падения только ремни безопасности. В далеком штате Колорадо любители экстрима могут найти свое упоение – гигантские качели над пропастью. Яркая бело-желтая металлическая конструкция расположена на краю обрыва на высоте 400 метров. Колоссоподобным опором крепится подвижная часть с люлькой, рассчитанной на 4 человек. И без того не кажущийся безобидным аттракцион впечатляет еще больше, когда узнаешь, что раскачивается он до 112 градусов и движется со скоростью 80 км в час. Giant Canyon Swing настолько ужасен, что, говорят, даже его создатель Стив Бекли отважился прокатиться на нем всего один раз. Башня террора 2. Парк развлечений Dream World, Квинсленд, Австралия. Не по себе становится от одного названия аттракциона, а уж после первого взгляда на 115-метровую башню появляется сомнение, стоит ли на ней кататься. Тем, кто все же решится на подвиг, придется мчаться на вагонетке вниз со скоростью 160 км в час, которая развивается всего за 3 секунды. И так несколько раз. Giant Drop, Австралия. Австралия ничуть не отстает от всего честного экстремального мира. В парке развлечений Dream World Dam Park находится один из самых будоражащих аттракционов мира, позволяющий любому желающему в течение 5 секунд прибавить
пребывать в состоянии свободного падения. Аттракцион – не что иное, как лавочка, на которой, впрочем, не место бабушкам. Эта вагонетка, крадучись, поднимается на высоту 119 метров, после чего без лишних промедлений срывается вниз с ошеломляющей скоростью 135 км в час. Но на этом приключения не заканчиваются. Гондола вновь набирает высоту и вновь срывается. Только после этого каждый из 14 отдыхающих может считать себя свободным. На свет аттракцион появился в 1998 году. Сейчас его рекорд высоты превзойден американским напарником, но не отдать дань классике мы не могли. Катапульта в парке развлечений Дивоостров, Санкт-Петербург. Самая высокая в мире катапульта высотой в 54 метра находится в питерском парке развлечений Дивоостров. Аттракцион представляет собой двухместную открытую кабину в форме шара, которую запускают в небо. Во время обратного падения кабина крутится вокруг своей оси, а затем снова отправляется вверх. Чтобы выбраться наружу, придется ждать, пока сфера перестанет качаться. Валраун, США. Совсем недавно, в мае 2016 года, в парке развлечений Сидар-Пойнт в Огайо открылись навороченные американские горки. Валраун — это самая высокая верхняя точка, самый крутой и длинный спуск, самые закрученные виражи. И все это с соблюдением полной безопасности для посетителей. Радикальное, но непродолжительное путешествие, за время которого сердце может не раз остановиться, начинается с плавного и даже несколько затянутого подъема на высоту 68 метров. Пожалуй, это единственный медленный и спокойный отрезок, который к тому же завершается 4-секундной остановкой на обрыве. Далее следует бешеный, почти отвесный спуск, без лишних слов переходящий в бесконечное вращение по спиралям и изгибам полотна, чередующиеся с новыми падениями. Аттракцион явно не рассчитан на слабонервных и впечатлительных. При таких нагрузках даже километровая трасса может показаться бесконечной. Катание на горке – занятие коллективное. В путешествие отправляется сразу более 20 человек, по 8 на каждом широком ряду. Если говорить о цифрах, то максимальная скорость, которую может развить аттракцион – 121 км в час, а изгибы некоторых виражей равняются 90 градусам. Формула Росса, Объединенные Арабские Эмираты. Утопающие в золоте и нефтедолларах Объединенные Арабские Эмираты не могли не отличиться и в сфере экстремального отдыха. В сказочном Абу-Даби расположен один из самых интересных развлекательных центров – Ferrari World. Его неотъемлемая составляющая – американские горки под названием «Формула Росса». Трек длиной чуть более 2 километров выполнен в виде знаменитого гоночного автодрома в Монце. Ярко-красные Ferrari способны разгоняться до 100 км в час всего за 2 секунды, а максимальной скорости в 239 км в час машинки достигают за 5 секунд. Все это происходит благодаря особой гидравлической системе запуска, которая схожа со стартовой катапультой, используемой на авианосцах. Почти космические скорости сокращают поездку до 1,5 минут, но, как говорят бывалые, этого вполне достаточно для того, чтобы ощутить колоссальный выброс адреналина. Leap of Faith, аквапарк Aquaventure, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Многие называют прыжок веры самой страшной водной горкой из всех существующих. Больше всего посетителей пугает не высота в 27,5 метров и не крутой наклон, а последний отрезок 61-метровой горки, прозрачный тоннель, который проходит через аквариум с акулами. Создатели аттракциона гарантируют, что 10-секундный спуск запоминается смельчакам надолго. Бррр. После всех этих аттракционов аж голова закружилась. Это были самые опасные аттракционы, от которых стынет кровь в жилах. Кто-то сейчас решил, что непременно хотел бы и покатался, а кто-то еще 100 раз подумает, прежде чем пристегнуть ремни. Какой аттракцион показался вам самым страшным? Напишите в комментариях. Ну а пока, с вами все так же был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!